Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущие новости, текущие события, а также какие движения ожидаются на рынке на вечерней сессии в ожидании минуток ФРС. Так, новая информация поступает по поводу того, что якобы российские хакеры атаковали различные американские информационные ресурсы, и вот эта ситуация, она может сейчас, в настоящий момент, вызвать какую-то очень жесткую ответную реакцию, не дожидаясь середины августа, начала сентября. Так, еще такой момент очень существенный касательно инфляции, безработицы и так далее. Дело в том, что в развитых странах, в общем-то, не восстановилось 22 миллиона рабочих мест. Это очень серьезно, это может быть очень болезненным для дальнейшего восстановления. Почему? Потому что развитые страны, они производят прибавочную стоимость. Там человек важнейший компонент этой системы. И если там произошел рост безработицы, то это в целом негативно отражается на функционировании экономики и на том, что она делает, производит и как она работает. Если бы западные страны продавали не технологии, идеи и товары с высокой добавленной стоимостью, а нефть и газ и металлы, то тогда сокращение рабочих мест не сыграло бы особой негативной роли для их экономик. Так, неприятный момент, я на него ранее обращал внимание, в общем-то это, собственно говоря, краеугольный камень, то из-за чего ФРС может внезапно начать жестить. Но скорее всего это произойдет где-то осенью, либо в конце третьего квартала, либо сразу после его окончания, по моим прикидкам, по моим подсчетам. Смотрите, здесь краеугольный камень, для чего нужно печатание денег, так называемое печатание денег. Там на самом деле все гораздо сложнее. Это для того, чтобы восстановился рынок труда. Если на растущей инфляции рынок труда перестает восстанавливаться или начинает буксовать восстановление, то, соответственно, здесь получается напечатанные деньги, они не дают никакого эффекта, и они только мешают. Они потому что приводят к тому, что возникает надувание пузырей в разных местах, сырья, недвижимости и так далее, продуктов, особенно в случае засухи. И поэтому здесь, в таких условиях, ФРС будет просто вынужден ввинтить какие-то очень жесткие меры. Или, по крайней мере, выступить с очень грозной риторикой, которая может очень существенно сбить рынки. Так, друзья, и вот еще такой момент, очень существенный, касается нефти. То, что несмотря на все пертурбации, в общем-то, арабскую нефть ее покупают, продолжают покупать, несмотря на текущую ситуацию, неопределенность с ОПЕК и несмотря на те надбавки, которые ввели саудиты. То есть это говорит о том, что спрос на нефть остается достаточно высоким. Это на примере Азии, в Соединенных Штатах сейчас ситуация схожа. Так, друзья, давайте перейдем к календарику, что тут у нас такое происходило. Так, вот объем промышленного производства Германии месяц к месяцу, он остался на предыдущем значении, минус 0,3%, но ожидали рост 0,5%, и поэтому здесь все складывается не очень хорошо. Кроме того, число открытых вакансий на рынке труда США, JOLTS, май, показывает снижение, но это снижение не такое страшное, потому что оно больше предыдущего значения, которое было ранее. Поэтому говорить о прогнозе, то есть можно обращать внимание на то, что с прогнозом не бьется, либо когда очень существенное расхождение, либо когда постоянная ошибка. Но если постоянная ошибка каждый раз возникает, здесь надо либо принимать какие-то кардинальные решения в части экономики, либо выгонять прогнозистов, которые не могут разобраться и нормально посчитать, какое будет здесь движение. Так, если рассматривать график число открытых вакансий на рынке труда, JOLTS, то здесь в целом пока что идет позитивная динамика. И вот это снижение на текущий момент действительно оно не критично. Да, тут восстановление начинает пробуксовывать, потому что новых вакансий не открывается достаточное количество, но мы в любом случае находимся на хаях. И вот это снижение, оно только снижение по сравнению с прогнозом, но никак даже не с предыдущим значением, потому что здесь идет рост. Правда, здесь в табличке по ходу ошибка, но на графике здесь все нормально, поступательный рост.
В табличке ошибка, предыдущее значение, которое дано, отличается от фактического, которое было. То есть здесь что-то у них явно не так, но на самом деле здесь, по-моему, все-таки должен быть рост по сравнению с предыдущим значением за апрель. Так, друзья, далее давайте перейдем к тому, что нас всех, несомненно, волнует. Это нефть. Не удержались в растущем канале, и сейчас, судя по всему, будет развиваться движение на 72 и попытка стабилизироваться. Вот это движение идет в рамках ожидания минуток ФРС, потому что минутки ФРС вообще все могут просадить, если там опять будут какие-то грозные моменты. Вот. Но тем не менее, на текущий момент, да, 74 мы пробили, это не очень хорошо, но пока устойчиво 72, нельзя сказать, что нефть развернулась и начинает сыпаться. То есть здесь вот эти все движения, они идут в рамках проторговки, просто более расширенной на хаях. И поэтому вот с текущего диапазона 73.1-72 наиболее вероятно все-таки будет здесь отскок, попытка отскока и возврата в этот канал. По крайней мере, те данные, которые поступают об отгрузке нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион, в западное полушарие, они не указывают на то, что здесь должен произойти провал. Но сами знаете, чем черт не шутит, загад не бывает богат, поэтому если пробиваем, то значит вниз, вниз так значит вниз. Так, друзья, далее VIX. VIX пытается отыграть вот эту просадку. Но здесь просто на самом деле был набор позиций, ниже его не пустили. Сначала высадили пассажиров, набрали позиции, и сейчас цель движения тестирования 18,5. Вот пробой данного значения будет от этого зависеть, насколько драматично будут развиваться события. Если пробой состоится и пойдет закрепление, то мы очень быстро можем сходить на 26. Если пробой и закрепления не будет, то мы откатываемся и уходим консолидироваться в этом диапазоне. Так, далее S&P 500, но здесь пока все цветет и пышет, идет движение в районе максимума, который ранее был достигнут. И на самом деле пока 4250 не пробито в результате коррекционного отката, я считаю, здесь бояться совершенно нечего. Так, друзья, далее биткоин, дневочка. Ну, все прекрасно по биткоину. Пугали, что его сожгут и уничтожат. Но тем не менее, вот он двигается в этом диапазоне, набирает позицию. И в ближайшее время, я так полагаю, в конце этой недели, в начале следующей, весьма вероятно будет тестирование 39500. Так, друзья, далее золото, дневочку ставлю. Смотрите, здесь идет игра закрепления 1800-1814. Если сегодня закрываемся в этом диапазоне, завтра нас ждет усиленное движение вверх по золоту. Так, ну вот по часовику это движение себя исчерпало. Сейчас пытается золото откатиться. Если будет пробой 1801-1800 на объеме, то весьма вероятно на сегодня золото вернется в этот диапазон 1791-1797. Пока до конца ситуация здесь не ясна, но если мы закрываемся выше 1800 для завтрашнего дня, для движения по золоту завтра, это было бы очень и очень хорошо. Но если опираться на часовик, то здесь, конечно, больше вероятность того, что закрытие будет ниже 1800, ну то есть в диапазоне 1797-1791. Так, друзья, евро-доллар, буквально секундочка, вот это восходящее движение себя не оправдало, но мы потестили 1,1790. Вот здесь момент очень существенный, если не будет его добития и движения под 1,1790, тогда здесь все это превратится в набор позиций, и мы увидим в ближайшее время отскок с целью 1,1894. Если этот рубеж будет взят и пойдет движение под него, весьма вероятно разовьется движение на 1,16, возможно даже еще далее вниз. Да, это не вполне соответствует движению в индексе, в композитном индексе деловой активности, то есть Европа должна укрепляться в соответствии с этим движением. Штаты, соответственно, должны ослабляться. Но здесь как раз вот это движение, оно может привести к тому, что оно по факту достижения каких-то минимальных значений приведет
к развороту и движению вверх евро против доллара. Пока, я думаю, на текущий момент надо дождаться, как разрешится пробитие или отбитие вот этого значения. Но я обращал ваше внимание, что несмотря на то, что вот в этой части здесь очень активно происходили покупки, пока не протестирован этот уровень, вероятность того, что будет отскок, она, конечно, есть, но она не такая высокая. Вот теперь, когда его прокололи нормально, если пойдет закрепление над ним, можно ожидать роста евро против доллара. Если закрепление не пойдет и он начнет проседать и здесь торговаться, тогда, ну, 1.16 тогда. Так, друзья, далее рубль-доллар. Ну, смотрите, здесь ситуация, в общем-то, она развивается в соответствии с динамикой по нефти на текущий момент. И верхняя граница у нас 75,3. Фактически здесь разворот подтвержден. И теперь цель движения находится в районе 77,2. Вопрос только, насколько быстро она будет достигнута и какими извилистыми путями. Я хотел бы обратить внимание на тот момент, что бытует мнение, американцы напечатали много денег, и доллар никому не нужен. Но здесь вопрос в том, что ставить на кон. Бумага на кону, это, конечно, звучит не очень убедительно в плане крепкости валюты. Но еще менее убедительно звучит экономика, не производящая прибавочную стоимость и торгующая сырьем. И поэтому здесь особых иллюзий по поводу того, что напечатали доллар и доллар обесценится, мне кажется, эта логика, она не совсем правильная, потому что американская экономика, она на самом деле всецело экспортоориентированная. Но вы скажете, а у них же отрицательный торговый баланс, они в минусе, у них постоянно он растет. Но просто дело в том, что они в какой-то момент поняли, что надо экспортировать доллары и инфляцию, а завозить товары, ну и сырье, из которого можно произвести товары. Но это немножко так, скажем так, метафорическое утверждение. Но здесь, я думаю, не надо, скажем так, делать ставку на то, что напечатано много долларов, которые из-за этого обесценятся. Я думаю, сначала будет экспорт инфляции и гиперинфляции в другие страны, а потом уже будет обесцениваться доллар. Во всяком случае, такой сценарий мне видится наиболее вероятным. Так, друзья, далее часовик. Ну, смотрите, здесь у нас ситуация достаточно простая. Сейчас 18:48 по Москве. Вот у нас, если сейчас будет пробой в ближайший час-два 74,83, то мы уходим сегодня на 75 и, возможно, 75,3. Если этого пробоя в ближайшие часы не будет, то здесь разгрузка позиций и коррекционный откат. Цель этого отката – тестирование 74,4. Конечно, вдруг возникшие типа российские хакеры из Кози Бир, они могут вот это движение обломать, нефть тоже может обломать. Вот, но тем не менее, роста до небес не бывает. И, соответственно, то, что здесь раздали, нужно немножко откатиться и донабрать позиции. Такой вот сценарий мне видится наиболее логичным на сегодняшний день. Но опять же, здесь, видите, как когда начинается такой вот накал, там хакеры появились, нефть валится, то слишком много эмоций выходит на рынок, и эти эмоции, они очень часто мешают принимать здравые решения и начинают людей высаживать в разные стороны. Друзья, ну, в общем-то, все это основные идеи, основные активы. Спасибо за то, что смотрите мой канал Ниндзя Капитал. Если вам понравилось видео, я попрошу вас, пожалуйста, поставьте лайк. Если не понравилось, то плюньте в монитор. Успешных торгов, хорошего вечера и всего самого лучшего.